Приветствую вас. Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите телевидение Ведаврата ТВ. И сегодня у нас тема гуру. Гуру как учитель. И Гуру Пурнима как День учителя. Или полнолуние, в которое вспоминают учителей. Обычно, когда говорят слово гуру, мы понимаем несколько аспектов этого слова. И есть даже современное такое европейское понимание гуру. Гуру в компьютерах, гуру в маркетинге, что там, гуру в технологиях, гуру в валютах или даже гуру, может быть, в каких-нибудь искусственных сферах знаний. Гуру виртуальной реальности. Но это как бы уже современное материализованное понимание слова гуру, а это слово имеет более древнее, более важное значение. И если мы хотим понять, что означает гуру как слово и как явление в нашей жизни, нам нужно забыть все вот эти распространенные заблуждения, когда говорят, что гуру это переводится с санскрита как тяжелый, и непонятно, как же учитель дает нам легкость знаний или свободу в жизни с помощью своей мудрости, или говорят, что это тот, кто избавляет от тьмы невежества. Да, есть такие народные, как скажем, сказания, народные, этимология. Вот. Но на самом деле, если мы возьмем словарь и посмотрим санскритский, и посмотрим, как слово гуру переводится, то там будут такие значения. Как прилагательное. Гуру – это важный, веский, существенный, ценный, уважаемый, почитаемый, изобильный и наполненный, деликатный, священный, масштабный, расширяющийся, простирающийся, вечный или хотя бы продолжительный. И здесь нет тяжелого или связанного с тьмой, невежеством. Как существительное слово гуру означает знаток, мастер или даже великий мастер, наставник, мудрец, учитель, духовный наставник, священник. Есть еще одно значение, это граха гуру, это брихаспати. Итак, что мы должны теперь осознать и сделать правильный вывод? Если мы говорим, что гуру это что-то вагомое, весомое, важное, вот в этом смысле он вагомый, весомый, важный, а не в смысле какой-то тяжести, тогда это тот человек, чьи слова для нас имеют большое значение, тот, кто важен для нас, тот, кто говорит веские вещи для нас. И это совсем другое дело, и нам нужен такой человек, как, допустим, авторитет. Если мы говорим, что это что-то наполненное, обильное, изобильное, то чем наполнен гуру? Он наполнен знаниями, мудростями, пониманием принципов, пониманием законов, закономерностей жизни. И таким образом, зная эти принципы, законы, закономерности, он дает ответы, находит решения и учит в том числе. Если мы найдем этимологию этимологии, то есть, а откуда же в санскрите возникло слово гуру, то там есть два варианта. Первый вариант это корень гри, который означает тот, кого мы почитаем и уважаем. То есть это почитаемый и уважаемый человек. Старец, священник, наставник, учитель, святой человек. А второй вариант, что гуру произошло от корня гур, который означает повышать, поднимать, развивать, усиливать. И тогда это тот человек, который нас развивает, он нас поднимает. Может быть, от невежества или тьмы, которая внизу, вверх, к свету, к нашему развитию, к нашей эволюции. Это слово есть немного в европейских языках. В латыни гравис, оно попало в английский язык. Гравис это тот, кто веский, существенный, авторитетный или обильный, изобильный. И теперь давайте посмотрим, зачем нам такой человек нужен в жизни и что мы должны делать в день гуру, то есть в Гуру Пурнима или День Учителя. Помимо того, что он является у нас авторитетом, то есть тот, кого мы уважаем, почитаем, который говорит нам что-то важное, веское, весомое, он делает еще нечто более существенное. Он вносит в нашу жизнь ясность. Гуру должен давать нам понимание. Понимание, что происходит, в чем здесь суть, каков смысл происходящего, почему это происходит, по каким законам и принципам, исходя из
каких причин это происходит, исходя из какого решения или исходя из какого прошлого это происходит. И таким образом гуру дает нам ясность, очевидность, ощущение понимания, осознания. И мы начинаем знать не как иметь информацию, не как сталкиваться с какими-то явлениями, ситуациями, может быть, препятствиями. Вот. Мы получаем уже знание об этом, мы понимаем, что происходит. И то же самое касается не только связи настоящего с прошлым, это касается связи настоящего с будущим. То есть, зная законы, зная тенденции, закономерности развития, он говорит, что из таких поступков, из таких решений будут закономерные результаты. Другого слова, как ясность и понимание, я не смогу подобрать. Поэтому гуру, если это человек, существительное, либо как наставник, либо как духовный учитель, святой человек, священник, он дает нам ясность и понимание. А когда у нас нет ясности и понимания, мы спутаны, запутаны, мы в сомнениях. И вот эти вот путы, они нас ограничивают. И тогда мы не свободны. В плохом смысле этого слова. А давая знания, давая нам понимание, внося в ясность нашу жизнь, гуру нас освобождает от этого невежества и дает нам свободу, но не как волюнтаризм или возможность проявлять свою свободу воли, решение делать, что хочу, а свободу как освобождение от того, что нас связывает, ограничивает, привязывает. Путы или оковы. Невежество, непонимание. То есть давая нам ясность, понимание, знание, принципы, гуру – это такой человек в нашей жизни, который нас делает понимающими и свободными от заблуждений, от иллюзий и даже, может быть, от нашего эгоизма. Таким образом, прекрасно, если в нашей жизни есть человек-гуру, может быть авторитет, может быть наставник, может быть духовный учитель, а может быть просто уважаемый мною, достойный человек, который обладает этими качествами, которые я перечислил. И тогда, к сожалению, чаще всего к нему обращаюсь, когда мне плохо, когда у меня трудности. Вот. Но в принципе я могу к нему обращаться даже не когда у меня беда, а постоянно, чтобы правильно двигаться в своей жизни, знать путь, по которому мне нужно идти, развиваться при этом в высшем смысле этого слова, то есть эволюционировать, подниматься вверх к более важному, тонкому и усиливающему меня опыту. И если такой человек есть, то его нужно благодарить всегда, а тем более в день гуру. Это ведический праздник Гуру Пурнима или полнолуние учителя. Вот. Поэтому, если у нас есть гуру, поблагодарим его, и особенно это сделаем сегодня, в день Гуру Пурнима. Если у нас такого человека нет, то как бы мы не скрывали это от себя, но все-таки неясность, непонимание, несвобода мешает нам развиваться, эволюционировать, подниматься вверх, более тонкому, абстрактному, но одновременно усиливающему нас опыту. И одно из значений гуру как прилагательного – это вот вечное, стоящее, долговременное, настоящее. Вот. И поэтому вот этот опыт гуру, как человека, как нашего учителя, он помогает нам набирать долговременные, а может быть даже вечные ценности. Это делает нашу жизнь сущностной, наполненной смыслом. Вот эти вот качества как бы вечности, они помогают нам уйти от суеты, от того, что нам мешает жить. И тогда вот эта абсолютность, полнота и вечность помогает нам избавиться даже от этих вот страхов, которые всем нам присущны. Это страх смерти и страх каких-то тех вещей, которые устраняются опытом настоящего, вечного, нерушимого, наполняющего. Поэтому, если у нас есть учитель, поблагодарим его. Если у нас такого человека, как наставника, нет, то это еще одна возможность вспомнить, что такой человек дает, как свободу, понимание, ясность, и найти его для себя, чтобы улучшить свою жизнь. И при этом нужно помнить, что учитель делает нам что-то ценное, дает нам благо, и поэтому в качестве благодарности мы должны как-то это ему отплачивать, отдавать ему должное, вот, и не только благодарить на словах,
но тоже давать ему некоторое благо, чтобы эта благодарность была ему полезной и ценной, чтобы мы помогали ему и реально благодарили за то, что он нас делает. На этом на сегодня все. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели телевидение Видоврата ТВ. Телевидение, которое дает знания без иллюзий.